Так, продолжаю диагностику. Передний ходовой стучит у меня на ямках-колдобоинах с левой стороны. Но я нашел причину. Значит, показываю. Nissan Skyline R31 кузов. Значит, передний рычаг. Передний правый. Сайлент-блок нормальный. Вот я показываю его. Нормальный. Вот зазор между рычагом и балкой есть зазор. И вот с левой стороны между балкой и рычагом зазор есть. То есть сайлент-блок там нормальный. Вот они. Вот там рычаг, зазор. Вот тут просто темно. Вот тоже вот он зазор. А теперь показываю левую сторону, левый рычаг. Вот смотрите. Сейчас я подсвечу фонариком. Вот с левой стороны, смотрите, какой зазор. Вон. Сайлент-блок как вылез. А с правой стороны, вот видите? Вот он. Вот он. Рычаг. Торец. Об балку трется. Вот он. Об балку трется. Вот. Почему он так ушел, рычаг с сайлент-блока, не знаю. Ну а что, теперь надо его... Так, еще надо на рулевых наконечниках сайлент-блоки убитые. Убитые. Надо снимать... Сейчас покажу. Вот сайлент-блоки. Все, потрескали все полностью. С этой стороны и вот с этой стороны. Вон он, сайлент-блок. Полностью убитая. Так. Что мне теперь надо с этим рычагом делать? Здесь я, естественно, ничего не сделаю. Не надо снимать рычаг. А рычаг снимать, он у меня вместе с шаровой. Вот он вместе с шаровой. Надо домкратить колесо, снимать колесо, отворачивать. Там, по-моему, 3 болта. Шаровую отворачивать от стойки, отворачивать стабилизатор. Отворачивать вот этот продольный рычаг, он стабилизатор, все это оно к рычагу вот тут крепится, вон там крепеж, и только потом отворачивать этот болт, снимать рычаг, и потом буду его в тесах, не знаю в каком состоянии сайлент-блок, если нормальный, просто я его запрессую. А почему он вылез, рычаг сайлент-блока? Не знаю. Может, продольными рычагами тут перетянуто у меня, потянуло. Потому что, смотрю, стойка стабилизатора. Рычаг пошел сюда вперед и потянул стойку стабилизатора, под углом она стоит. Значит, тут у меня рычаг перетянутый. Надо будет потом смотреть регулировку. Ну, короче, работы мне хватает. Мало того, что, блядь, двигатель надо еще делать. Никак до вкладышей не доберусь. Ну, а что, мне спешить некуда. Буду потихоньку делать. Лето еще длинное. А мне надо его все сделать, чтобы было все тики-тики. Вот так вот. Что тут у меня под днищем? Коробка. Чё я не пойму на коробке у меня. Ой, темно, там не видно. Раз, два, три. Коробка механика, 5-ступенчатая. Раз, два, три. 3 жгута проводов идет. Какие датчики здесь?
Что за датчики могут быть на механической коробке? Какую информацию, куда они подают? В салоне у меня на торпедо нет никакой информации от этих датчиков. Никаких лампочек, ничего. Не знаю. А так днище в нормальном состоянии. У меня вот еще вот это заводское покрытие. Заводское покрытие. Вот лонжерон. Заводское покрытие все. Вот колесная арка. Показываю. Передняя стойка. Родные пружины. Только картриджи тут менял. В каком я году? В 97-м году еще менял. Параунты ставил японцы. Больше они, кстати, мне не встречались нигде. Так. Вот. Ладно. Хотел сейчас рулевой наконечник снять. Гайку открутил. И вот тут надо резко молотком бить по рычагу, сорвать его с посадочного места палец. А тут крайне неудобно. Ну ладно, потом надо будет колесо снять, поддомкратить, сниму колесо и потом я его сниму. Ну, чтобы сайлентблоки поменять. Кстати, тут, по-моему... Ой, сайлентблоки, эти... Пыльники, я говорю, сайлентблоки. Пыльники. Пыльники я, кстати, тут менял. Эти пыльники. И пыльники я вставил с Волги 24-й. Ну, вот так они походили плохо. Ну, вот так вот. Ладно. Пока все.